Женщины на исходе. Почему современные мужчины отказываются от женщин? Почему лучше жить одному, чем с кем попало? Среди моих друзей, знакомых в разводе и просто одиноких парней я часто слышу, что современные женщины им больше не нужны. И это не потому, что они геи, а потому, что они не принимают новый образ женщины, который навязывает нам борьба за равноправие и прочая ерунда, заполонившая наш мир. Разумеется, это не относится ко всем мужчинам без исключения. Многие мужчины счастливы в браке, любят свою семью и довольны своей жизнью. Я хочу рассказать о тех, кто по каким-то причинам решил избегать отношений с современными женщинами. В последнее время борьба женщин за равноправие достигла успеха. Вот только этот успех приводит к полному катарсису в понимании полноценной семьи. Женщины с гордо поднятой головой заявили, что готовить на кухне, наводить порядок и заботиться о семейном очаге – это больше не их забота. А что теперь их? Остается загадкой. Есть единицы, которых занесло в пучину построения карьеры и ведению бизнеса. Но такие женщины делегировали порядок в доме соответствующим образом, а не забросили его вовсе. Но основная масса женщин моду равноправия, как и все нелогичное в жизни, восприняла по-своему. Расскажу на примере условной пары Саши и Маши, чтобы было понятней. Представим, что эта пара жила в загородном доме, у них был ухоженный сад и огород. Ранее, когда женщина Маша жила в неравноправии, Саша занимался садом и огородом, а Маша в это время наводила порядок в доме и готовила Саше обед или ужин. Саша приходил с огорода уставший и был рад свежей горячей еде. Мир, лад, все было хорошо. Но Маша где-то прочитала, что так быть не должно. Ведь она с высшим образованием и не кухарка. И стала Маша демонстрировать Саше моду на равноправие. Со своей колокольни, конечно. Маша выбралась из-под гнета кухни, перестала себя чувствовать кухаркой и прислугой и стала просто лежать в гамаке, когда Саша с утра до ночи пашет как папа Карва в огороде. А когда Саша заходит домой, он видит пыль, бардак. Просто Маша долго выбирала купальник для загара, а еще и пустые кастрюли. Ведь в равноправии каждый типа делает, что хочет. И Маша продолжила загорать, залипая часами в Инстаграм. В итоге Саша развелся с ней и оставил в подарок на развод лишь гамак. И правильно сделал. А Инстаграм – это вообще отдельная боль для любого мужчины. Женщины могут проводить в этом приложении сутки напролет, набираясь опыта, как испортить свою внешность ботоксом и всякими неестественными операциями, как часами красить личико и замазывать все недостатки, чтобы обманывать мужчин. Сколько раз я слышал про ужасы из рассказов от знакомых мужчин, которые просыпались утром в постели с непонятно кем. А когда ложились, вроде была симпатичной. Спрашиваешь потом у друга, как прошел его вечер, и диву даешься. Вечером они почти не включали свет. Друг не обратил внимания на комнату, но вот утром все стало на свои места. Женщина в разводе с ребенком. Встретились, поехали к ней. Ничего особенного тут нет. В процессе разговора была затронута тема равноправия. Утром друг проснулся от плачущего ребенка и осознал всю силу женского равноправия. В комнате стоял неприятный запах плесени и был адский бардак. Было не просто не убрано, а был именно бардак, близкий к помойке. Ира, так звали барышню, которая вскользь упомянула вчера никудышнего бывшего мужа, который, видите ли, заставлял ее поддерживать чистоту в квартире и тому подобное. И она чувствовала себя неравноправно, тоже проснулась. И казалось бы, Ира, возьми, успокой ребенка. Но вместо того, чтобы выяснить, почему ребенок плачет, первым делом она полезла смотреть количество лайков за выложенные вечером фото в своем Инстаграм.
со словами «поревет» и перестанет. Теперь становится ясно, почему ее бросил муж. Следующий пример. Условный Андрей развелся с женой, потому что устал ей объяснять, что видеть бревно в постели он более не намерен. Он старался всегда до седьмого пота, а она вела себя как бревно. Иной раз хотелось жене дать почитать журнал перед очередной завершающей симуляцией. Андрей только через месяц понял, сколько денег у него уходило на содержание этого бревна. До 70% дохода. На всякие солярии, шмалярии и прочие ее прелести. Один старается, а другой нет. Это, по-вашему, равноправие? Не смешите меня. У женщин рвет крышу от неверного понятия равноправия, и настолько завышается планка в плане мужчин, что диву даешься. По словам равноправных женщин, мужчина должен быть красивым, успешным, накачанным, обязательно богатым, заботиться о женщине, водить ее в дорогие рестораны, одевать, развлекать, возить на Мальдивы, оплачивать салоны красоты, делать подарки, сыпать комплименты, при этом не считать, сколько дал, и все в таком духе. А еще потакать ее прихотям, нравится ее родителям, ее подругам, должен считать, что всем он обязан этой женщине, и он должен быть благодарным, что это она его выбрала из равноправия. Но что получает взамен мужчина в этом равноправии? Любовь, заботу, очаг? Нет, конечно. Он получает просто ее равноправную, возомнившую себя королевой с посредственной фигурой и внешностью. Он получает ее, которая ничего в своей жизни не умеет от слова совсем и ничего из себя не представляет, но борется за равноправие. Некоторые особо хитрые мадам специально беременеют от успешных мужчин, чтобы впоследствии высудить себе часть имущества и обеспечить своего ребенка алиментами, не позволяя при этом видеться мужчине со своим же ребенком. И рассказывают еще при этом ребенку байки, что его отец был полный неудачник. Этакая современная «я же мать», ни стыда, ни совести. Но типа за равноправие. Печально, что ценность института брака и отношений потихоньку изживает себя. Ведь все, к чему касаются равноправные женщины, превращается в нелогичный эмоциональный хаос. Современные женщины подвластны моде бреда и безобразия, забывая совсем, что женщина появилась из ребра Адама и для мужчины никак иначе быть не может. Историю мироздания не исправишь. При этом были во все времена великие женщины: Афродита, Клеопатра, Жанна д'Арк, Екатерина Великая, без всякого равноправия. Если женщина хочет равноправия, пусть докажет не свою правоту на словах, а докажет делом, как делают нормальные мужчины, раз женщина хочет равного отношения к себе. Равноправие – это легко. Можно вместе копать огород целый день, таскать тяжести, ковыряться под машиной, 24/7 заниматься всей рутиной в бизнесе. Можно делать много чего. Только женщины совсем не за такое равноправие стрекочут везде. Мужчины всегда были наверху. В церкви, в философии, в поэзии, в музыке и во многих других сферах. Для женщин совсем другое предназначение. Как сказал один мой знакомый, я после развода кайфую. В квартире воцарился порядок и спокойствие. Навел чистоту. Никто не пилит. Все деньги на месте. Делаю, что хочу. При любой нужде в современном мире проблем никаких. Можно на дом заказать любую услугу. Еду, массаж, уборку, ремонт и даже саму женщину. Все, что угодно. И только тогда, когда я этого захочу, не выслушивая всякие дифирамбы про равноправие и вынос мозга. Даже ребенка можно усыновить при желании. Квартира наконец-то очистилась от въевшегося запаха непонятной стрипни бывшей жены. Настоящий рай. А закончить, друзья, я хочу это видео мудростью Омар Хайяма. Чтобы мудро жизнь прожить, знать надобно немало. 2 важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Друзья, если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также можете поделиться в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо вам огромное всем за просмотр и увидимся с вами в следующих
видео. До новых встреч!